Настоящая сенсация случилась во время телевизионного фестиваля «Песня-72». В концерте, который транслировался по телевидению, приняли участие Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон. Но фурор произвел мальчик по имени Сережа Парамонов, солист Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Юного четвероклассника, воспитанника кружка по классу баяна и аккордеона, на прослушивание в Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио привела бабушка. Он прошел конкурсный отбор и был принят в младшую группу хора. И на фоне остальных детей выделялся тем, что пел без видимых усилий. А через год, несмотря на то, что по воспоминаниям Виктора Попова имел слабое здоровье, все-таки стал солистом. Позже его назовут советским Робертино Лоретти. В тот триумфальный день Сережа спел песенку «Крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка». В его исполнении мелодия Владимира Шаинского, в которой «бегут неуклюже пешеходы по лужам», звучала настолько обаятельно, что в эфире песенка прозвучала дважды по требованию публики. Вот как это было. Неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день не подскажи, почему я веселый такой. Зрители кричали «бис». Режиссеры, вопреки жестким рамкам телевизионного эфира, решились даже на повторное исполнение песни. Позже с тем же хором Сергей Парамонов выходил на сцену Колонного зала и других престижных концертных площадок страны. Пел дуэтом и с Муслимом Магомаевым. Основатель Большого детского хора Виктор Попов утверждал, что открытый им юный солист дал жизнь многим мелодиям, которые стали классикой детского репертуара. Так впоследствии голос Сережи стал олицетворением своей эпохи, а мальчик воплотил на сцене образ пионера 70-х годов. То выступление в «Песне 72» стало для юного солиста звездным часом. Сережа не просто запомнился зрителям, но стал настоящей звездой всесоюзного масштаба. Последовали восторги, цветы, тонны писем, а предложения лились как из рога изобилия. Сережа Парамонов, подойди ко мне. Сережа, ты сюда будешь прятать свою пижамку и вот так вешать ее. Возьми. Далее перечислю лишь некоторые песни, в которых солировал Парамонов. Начинается с улыбки. Сожалею, день рождения только раз в год. Каждому лучше верится. Катится голубой вагон. Я устала всех забот, мне уроки надоели. Вот что значит не везет. Начала я учебный год. Ох, еле. Тили-тили, трали-вали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Тили-тили, трали-вали. А ну-ка песню нам пропой, веселый вей. Я и горы ты обшарил все на свете. Самому герою в те годы приходилось непросто. Успех давался только по результатам его изнурительных многочасовых репетиций. Гастроли по СССР, записи на радио и телевидении, выступления на международных конкурсах шли бесконечной чередой, порой вообще без выходных, еще и вместе с учебой. Юный солист разбавлял своей детской непосредственностью и звонким голосом привычный концертный официоз, поэтому его номера везде и вставляли. Однажды Сереже вообще доверили вручить букет самому генсеку от имени пионеров.
Некоторые песни из репертуара Сергея Парамонова были специально написаны авторами для него, а музыканты оркестра Силантьева вообще называли его «маленьким Магомаевым». Так Александра Пахмутова специально для Парамонова написала песню «Просьба» на стихи Роберта Рождественского. Тем не менее, в телевизионном концерте «Песня 75» Сережа уже не появился, как не появился и через год, и через 2, а его место в Большом детском хоре занял уже другой солист. Никто не объяснил, куда же делся Сережа. Ходили слухи, что он заболел, умер, погиб в автокатастрофе. Дело же было в том, что 17 мая 1975 года на творческом вечере поэта Роберта Рождественского в колонном зале Дома Союзов, исполняя ту самую песню «Просьба», Парамонов понял, что он не может владеть своим голосом. У него началась голосовая мутация. И там же, на концерте, неожиданно для себя и для публики, он, так сказать, дал петуха. Наставники должны были психологически подготовить мальчика к ломке голоса, но, видимо, этого они не сделали. Я особо не углублялась в вопрос, но вроде бы после этого Попов, руководитель хора, потом остаток жизни посвятил научной деятельности с целью найти способ, как сохранить голос после мутации. Настолько его тогда тронула Сережина проблема. После, так как базового музыкального образования у Сергея не было, он поступил в вечернюю музыкальную школу по классу фортепиано. Но, возможно, именно постоянные сильные нагрузки в детском возрасте привели к тому, что взрослый певческий голос у него так и не сформировался, и о профессиональной сцене ему можно было забыть. В школе же за год он закончил 3 класса, затем поступил в подготовительное отделение музыкального училища Ипполитова Иванова. Проучился там год, после чего поступил на дирижерско-хоровое отделение этого училища, но его не закончил. Виктор Попов впоследствии вспоминал, цитирую: «Началась мутация, и это естественно у мальчиков, когда происходит переход с детского голоса на взрослый. В тот момент ему петь было нельзя, а он пошел в музыкальную школу. Я хотел, чтобы он получил хоть какое-то образование. А там взрослые заставили его организовать вокально-инструментальный ансамбль. Еще не окрепшим голосом Сережа опять начал петь. Из-за этого он так и не получил хорошего взрослого голоса». К сожалению, у них путь детского голоса недолговечен. Приходится ждать тот момент, когда вдруг голос ломается и переходит во взрослый. И тут очень важно вовремя уйти, но и не раньше. Сергей очень тяжело переживал уход из хора и последующую невостребованность, и, возможно, поэтому продолжал ходить на репетиции в качестве зрителя. Тем не менее, он не мог смириться, писал музыку для рекламы, периодически выступал, вел программы на радио, сотрудничал с группой Любе, Иванушками Интернешнл, работал с цыганскими ансамблями, пел в ресторанах, периодически выступал на детских концертах в различных районах Москвы, исполняя свои попурри. Работал музыкальным редактором в московском парке «Сокольники», организовывал дискотеки для пенсионеров. Парамонов много работал, а зимой 1998 года, незадолго до своей кончины, подписал договор с продюсерским центром Игоря Матвиенко на работу аранжировщиком сроком на 5 лет. В 1997 году из его квартиры, оставшейся от родителей, съехала его жена, забрав с собой сына Александра. Сергей очень переживал и впал в депрессию. 15 мая 1998 года он остался в квартире один. Там его и обнаружили, лежащим на полу в ванной комнате. По свидетельству врачей, он умер от ишемической болезни сердца. Ему было всего 36 лет. В
памяти миллионов людей Сережа Парамонов так и остался тем самым мальчиком в алом галстуке, который так задорно пел детские песни, символом, образом и голосом их собственного детства. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!